Сейчас расскажу о плюсах, минусах и возможностях этой платформы Crypto Insider. Плюс в том, один из плюсов, одна из основ, это то, что клуб дает возможность приобрести монеты, получается, прямо у разработчиков, до того, как о них узнает мир. То есть сначала заходят большие фонды в эту монету, а потом уже мы. То есть мы стоим вторые. Есть еще также заходят потом уже другие, которые тоже снимают определенный процент, наподобие DAO Market. И также поговорим о цифрах. Это примеры, получается, инвестиций, которая делала платформа. Взяв самое большое сладкое вот здесь по процентам, то есть это где-то 112 иксов. И не нужно ориентироваться на одну монету и выбирать из этой платформы одну монетку, какую-то топовую, которая вот так выстрелит. Никто точно не может знать, даже сами разработчики, то, что их монета так вылетит. Это все теории вероятностей. Поэтому, умножая вот это на $1000, то есть это получается 1120 иксов, умножаем на $100. То есть минимальная аллокация, то есть выкуп определенной монеты, это $100. Равняя, получается, 112 тысяч долларов. Но подожди радоваться, сейчас получается из этих $100 мы, значит, вычитаем половину, делим это, получается, на 2, то есть половину забираем, делим на 2 и получается 56 тысяч баксов. Тоже, я считаю, неплохо. Но это еще не все. У каждой монетки есть определенные параметры разлока. Он варьируется, получается, от 10% и до 30%. Возьмем самое минимальное, 10%. То есть вот эту сумму в 56 тысяч долларов мы делим на 100% и умножаем $56 на 10%. То есть получается по минимальному это получается 5600 баксов. И это еще дополнительно выстраивается как? То есть 10% разлочились, потом разлачиваются еще 10%, потом еще через каждый там месяц, полгода разлоки происходят, и у тебя формируется еще дополнительный доход. Неважно по какой сумме монета это выходит в момент разлока твоих монеток. Скажу так, что на самом деле это не кнопка бабло. Здесь нужно тщательно, получается, распределять и по-умному забирать. Также можем прикинуть, допустим, доходность дефектор, тоже прогнав его по калькулятору, это получается 10 иксов, умножается на 100 баксов и делится на 2. Почему делится на 2? Компания берет, получается, 50% за безопасность, потому что сайт уже пытаются потихоньку взломать. Разработчики борются, получается, за безопасность, обеспечивают безопасность, стабильность работы платформы. Все это распределяется, конечно же. И часть, получается, забирают разработчики платформы, которые, получается, проводят аналитику проектов так, чтобы за разработчиками, за монетками стояли большие фонды, такие как Amazon и туда ниже. Поэтому за это приходится как бы расплачиваться. За эту безопасность, за эту возможность, за возможность войти в монетку раньше всех и собрать больше всех иксов. Не в моменте, когда она уже вышла и ты ее покупаешь на хаях, а в моменте создания. Грубо говоря, мы заходим в тот момент, когда еще есть просто проект. Проект здания. Ну, к примеру, как дом, да, на примере дома. Проект здания. Когда уже начинается листинг, там уже, можно сказать, идет заселение в квартиру. Если смотреть многоуровневые дома, там уже идет приобретение этих квартир. А здесь чисто проект еще как бы нет ничего, но есть уже за ним стоящий фонд. И далее, значит, это все делим на 500, получается 500 баксов. И делим это еще на 100, разлог, если, допустим, в 10%, и умножаем на 10. Получается 10% это отбитие полдепозита, половина депозита. Если разлог вот сейчас в монетку, которая сейчас на этой неделе уже закрывается, монета называется Exort, и у нее разлог на 30, то есть десятку дает 150-50 баксов плюс. Задача какая? В течение вот, допустим, 10 монет, разложив их тщательно, распланируя свой депозит по одной, по другой монете, перекрыть лицензию, так как есть оплата лицензии. Я сейчас также расскажу, как на этой лицензии можно хорошо заработать, распространяя эту, получается, платформу. Так вот, задача, значит, разложить. Вот представим, что мы в эти проекты еще не заходили. Мы берем, раскладываем по 100 баксов каждую монетку. Не в одну, не ищем там вот, допустим, пулевую какую-то и в нее все вкладываем. Нет, нужно вот быть готовым вкладывать в 10 как минимум, чтобы отбить лицензию 9-10. Вот, все. На этом баста. Фокус делается на том, чтобы с первых разлоков отбить свой депозит и выйти в плюс. Далее, что будет разлачиваться, это уже будет как пассивный доход с разных, получается, монет. Далее, что еще хотел сказать. Я искал возможности попасть
попасть в подобные платформы, которые бы тоже бы заходили в похожее в плане на диалог выходили с самими разработчиками и привлекали аудиторию. И таких ценников я просто вот 250 баксов не видел. Просто не видел. Если сравнивать это с DAO-маркетом, здесь получается много проектов, которые уже неплохо выстрелили, дали хорошие иксы и продолжают как бы давать. Но чтобы попасть сюда, гарантированно получить выкуп, допустим, гарантированно, да, на 100 баксов и выше, нужно как минимум, здесь я подсчитывал, порядка 130 где-то тысяч долларов. То есть 139 тысяч долларов, чтобы попасть к разработчикам по такой же цене, в принципе, как и DAO-маркет, выкатывают за лицензию. То есть это, получается, лицензия помогает платформе расширяться, расти и захватывать больше людей. Сейчас я зайду, значит, в платформу. По регистрации как бы сложности никакой не возникает. Здесь при регистрации, при создании, значит, аккаунта нужно будет указать почту. А здесь на случай, если кнопка вот эта серая не загорается, попытаться добавить восьмерку или удалить ее. Я добавил восьмерку, удалил, и кнопочка загорелась при создании аккаунта. Далее просто логин, пароль и вход. Также рекомендуется подключить чат-бот. Туда, значит, будет падать информация о мероприятиях. Проводят всевозможные там спикеры с большим опытом продвижения, продаж проектов. Как ни крути, все равно все упирается в продажи в этом мире. Только мы пришли в сад, мы уже себя продаем. Только пришли в школу, мы уже тоже себя продаем. Куда бы мы ни явились, мы везде себя продаем. Это значит работа, которая за 10 дней уже сделана. Сам можешь зарегистрироваться и поюзать, почитать. Лицензия, значит, у меня активирована. Покупка монеты сейчас доступна мне. Здесь, получается, заполняешь форму, почту. Все, в принципе, указано на доступном языке. Также здесь обязательно нужно, получается, привязать свой аккаунт Google. Пишет, что обязательно почту свою. Здесь нужно, получается, вставить свой телеграм-канал, не копируя Илона Маска, а свой, получается, с собачкой. Далее здесь, получается, сумму инвестиций USDT BEP20 минимум 100 баксов. И получается шаг тут как разделен. Шаг 100 баксов. Это как? Я сначала тоже не особо понял. То есть это получается кратно 100. То есть либо 100, либо 200, либо 300. Все. Другого как бы варианта нет. 3 варианта. Далее получается галочку ставим, что вот именно в этот контракт мы отправляем свои деньги. Так. И дальше здесь указываем свой отдельный, как я говорил, в стороне лежащий, чтобы никуда он не подключался, чтобы новые монетки не увели. MetaMask, новый адрес кошелька, который нигде не фигурирует. Также хэш транзакции. После отправки хэш транзакции сюда вставляешь при отправке на вот этот контракт через MetaMask. А потом вставляешь, получается, логин на платформу Crypto Insider. Логин, это вот он. Его вставляешь и как бы отправляешь форму. Вот таким образом проходит покупка новой монеты. Начисление происходит, конечно же, не сразу. Через время, как разработчик монеты посчитает нужным всем отправить, скорее всего, время какое-то запланировано. И он всем рассыпает монеты автоматически в автоматическом режиме. Контракт настроен так, что каждому индивидуально выкидывает определенное количество монет, на которые он купил. Также по партнерскому разделу здесь получается будет твой наставник, допустим, ты ко мне, в принципе, в Telegram можешь всегда обратиться и спросить, если что-то непонятно, я подскажу и помогу. Далее здесь, значит, профиль, потом здесь рекламные материалы. Значит, по маркетингу, то, что я и говорил, что лицензия, в принципе, так заточена, чтобы продукт разошелся как можно быстро по рукам и давал тебе, получается, дополнительный источник дохода. Это, получается, первые регистрируются бонус 50 баксов, а следующие 2 человека регистрируются 75 баксов, то есть с лицензии тебе начисляется на эту платформу. Также можно, получается, стартануть без вклада, то есть лицензию можно оформить всего лишь рассказав 4 участникам, рассказать придется большему количеству, а при регистрации и оплате 4 человека лицензия достается, как бы автоматически активируется на эти средства. Далее здесь получается 3 человека следующих, это уже 100 баксов, следующий уровень это 8, 9, 10, 4 человека по 125, и следующие ты получаешь уже по 12 и далее по 150 баксов с каждой, получается, проданной лицензии. То есть это, в принципе, заточено на века. Преимущество в том, что
разработчики действительно годные монеты будут поставлять, то, соответственно, вот этот дополнительный доход будет очень весьма радовать большое количество людей. Далее я говорил, что сейчас лицензия 250, и далее ее планируют, возможно, увеличить. Пока только сейчас просто планируют, но еще пока не озвучивали и ничего не говорили про увеличение. И вся лицензия, получается, так расходится, что она, в принципе, не задерживается на платформе, она сразу, вся практически вот эти все лицензии, они расходятся по людям. Потому что вот если я, допустим, на 5 уровне, и у меня есть разница с ним, короче, ладно, это не будем углубляться. И лидерская часть маркетингового плана, это получается, есть 4 ранга, чтобы групповой оборот со всей командой собираем, если 100 тысяч долларов в течение там 2-3 месяцев, года, 2 лет, как получится, как пойдет, да. И получается, лидер получает 2,5% вознаграждения в монет. Если ты тоже начнешь развивать, получается, лидерские способности, лидерские качества, прокачивать свой какой-то канал, то точно так же спокойно можешь выйти на какой-то ранг. И здесь уже, получается, вознаграждения идут в монетах. Самый максимальный ранг, это 4, это $1 000 000 оборота со всеми, получается. И ты вносишь, и тебя считывают, и твою команду считывают, всех, кто по тобой стоит, и 10% начисляется в монетах. По другим рангам, в принципе, сам полистаешь, найдешь. И также тут есть, получается, 3 вида доход. Это мгновенный при оплате структурной лицензии, то есть если порекомендовал там другу, товарищу, неважно, да. Это доход от всех структур в токенах, то есть это по рангу, и также доход от личной покупки от реализации токенов, то есть лично приобрел на свои и продал их. Еще раз повторюсь, что где 139 тысяч долларов, да, за аллокацию получить там 100 баксов на монетку, и где 250 баксов получить также аллокацию за монет. По платформе здесь поюзаешь, посмотришь. Также хотел бы добавить, что необходимо подключить чат-бота, который просто будет напоминание выкидывать по событиям, которые происходят, по монеткам. И также вот уже буквально вчера пришло уведомление о том, что вперед клуб собирал средства в пул RioX, и все, получается, средства возвращены на свои кошельки. RioX посмотрел на график биткоина, на который все, в принципе, равняются, и решил пока не губить свою монету. Поэтому деньги раздал обратно. Хочу сказать так, что всегда мнение о крипторынке будет меняться, несмотря где бы там биток не был, на хаях или еще где-то, мнение будет все равно разделяться. А кто-то продолжает дальше лупить, там, закупать монеты, и на холодную голову, конечно. Разумно подходить к этому. Также я себе тут пометил, что также внизу описания есть чат. Чат — это, в принципе, открытый чат, в котором можно получить ответ, поддержку. В нем можно отписаться, что тебе в этом понравилось и что не понравилось. Любой конструктив я приветствую. И далее общий чат. Дам всем, значит, общий чат, в котором все комьюнити собралось. Всем, кто прошел регистрацию. Прошел регистрацию, я дам чат. Информацию, как попасть туда, да, дам в чате и быть под регистрацией. И я даю общий чат всем, кто прошел регистрацию. Потому что это все закрытое общество. Какие у меня конкретно ощущения по этому проекту появились изначально? Как бы вроде и хочется, а с другой стороны вроде и колется. По ощущению, по чувствам, чувствую, что здесь есть возможность заработать. Как бы ты, допустим, не принял свое мнение, я все равно его поддержу и будем двигаться дальше, как двигались раньше. Спасибо за лайк, спасибо за дизлайк. Если остались какие-то вопросы, пиши в комментарии под видео. И до новых встреч!